Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, приветствую вас во второй части ролика о улице Лычаковской, Львовской улице Лычаковской, у которой очень длинная история. Видите, вот она уже обзаводится современными зданиями наряду со старинными. Вот, что не всегда, конечно же, вписывается, но что поделаешь. Тут перед вами военный госпиталь. Что примечательно, там было видно кусочек старого здания. Это еще вот советское здание. Вот там видно кусочек старого. Он был построен на территории старого монастыря Бонифаторов, который был, кажется, основан в XVI веке, в XVII или XVIII его закрыли. И здесь был гарнизонный госпиталь. И также госпиталь, после этого тут, как бы сказать, остался госпиталь и в советское время, и сейчас также военный госпиталь. Вот посмотрите, номер 36, какой прекрасный дом. И что вот примечательно, какой подъезд. Видите, даже вход в подъезд, есть дополнительные ворота, которые там и закрывались. Вот, так что не сразу подойдешь к браме. Вот такие дома тоже встречаются. Видите, здесь вот замочек был даже на ключ. И только потом можно было пройти дальше. А мы с вами продолжаем свой путь, и уже на горизонте вырисовывается костел Святого Антония. Это очень старинный костел во Львове. И что примечательно, в старину он стоял среди виноградников. Там за костелом начинается улица Лысенко, она идет вверх. И южные склоны этой улицы в старину были покрыты виноградниками. Вы себе даже это сейчас трудно себе представить, но этот костел в старину утопал в винограде. Вот такие дома еще показываю. Это все еще оригинальные старые заборы, старые решетки, старые калитки, которые придают особый какой-то такой характер, особую атмосферу. И что примечательно, до сих пор оно все живет. А теперь присмотритесь к этому входу. Сейчас была реставрация этого костела. И если вы внимательно посмотрите вот на эти ступеньки, что они вам припоминают? Конечно же, это резиденция кардинала Ришелье. Если вы вспомните фильм «Д'Артаньян и три мушкетера», вот на этих лестницах происходило действие. А внутри, внутри резиденцию Ришелье снимали в доме ученых. Это совсем другое здание, здесь только снимали вход. Костел очень старинный и дорог львовянам. Давайте зайдем в костел. Он очень любим среди львовян. Костел Святого Антония на Лычакове, очень известный. Вот святая вода. Это коробочка, или, как сказать, шкатулка для пожертвований. Вот такой небольшой, но очень уютный, очень такой атмосферный костел. Особенно здесь красиво в праздник Святого Антония. Также много лиц, связанных с историей Польши, связаны с этим костелом. Например, Збигнев Херберт, очень известный польский поэт, родился во Львове, родился на Лычакове, и здесь его крестили в этом костеле. К фамилии и вообще к этому автору мы еще с вами сегодня вернемся. Взгляните вверх на прекрасный орган и выходим. Я обещала вам вернуться к фамилии Збигнева Херберта. Пожалуйста. Вот выходим из костела, номер 55 по улице Лычаковской. Это мемориальная табличка на том доме, в котором с 24 по 33 год жил Збигнев Херберт на улице Лычаковской. Кому дорог этот поэт, всегда можете подойти в костел, и сразу после костела за рынком, за Винницким рынком, вот этот дом, и здесь эта табличка, здесь он жил. Вот видно костел, видите, башня костела.
И по этой же стороне, что костел, находится этот дом. Тут трамвайная остановка как раз напротив этого дома. Вот еще аптека. Так что координаты я вам оставила. Я очень всегда люблю подходить и даже если это очень заброшенные дома, все равно вам показывать, смотреть и представлять себе, как могло бы это быть в прошлом. Посмотрите, палисадник, ступеньки, такая красивая ограда. Конечно же, это все сейчас в запустении, но все равно представить себе можно. Итак, идем дальше вверх по улице Лычаковской. Что примечательно, улица, по которой мы сейчас с вами идем, в Средневековье называлась Глинянской, потому что первый населенный пункт назывался Глиняный, потому Глинянская улица. И даже тяжело себе представить, что вот эти все дома, большие и многоэтажные, были построены только в конце 19-20 веке, а до этого времени эта часть улицы имела довольно-таки сельский вид, и здесь преобладали такие сельские одноэтажные домики. Трудно это представить, правда? А я предлагаю зайти в еще один дом и перенестись в прошлую жизнь Лычакова. Вот мне удалось зайти в дом номер 66 по улице Лычаковской. Сейчас мы с вами пройдемся по этажам, и если удастся, зайдем во двор. Вот, чтобы вы могли проникнуться атмосферой жизни Лычакова. Я думаю, что здесь с тех пор мало что изменилось, только то, что, наверное, не было ремонта. Вот такие дворики. Может, что-то достроили, что-то переделали. Вот такие тесные проходики. Вот Львовский Лычаковский дворик. Здесь, наверное, вход в подвал. И из домов вот такие, из брам выходят такие ступенечки, и люди выходят во двор. С балкончика. Вот здесь вход в подвал. Видите, все еще помнит былые времена. Здесь деревянные лестницы, которые ведут наверх. Вы себе можете представить, что раньше эти лестницы все были блестели, просто блестели, были пастой напастованы, натерты, пахло, так скрипело, было, действительно была атмосфера. Вот это вот с подъезда, вот тут, где мы идем, это были парадные входы в квартиры. Видите, квартир мало, возможно, даже что одна квартира была на этаже, а с балкона черный вход для прислуги. Но, конечно же, потом квартиры поделили вместо того, чтобы была большая коммуналка, наверное, сделали маленькие квартиры с выходом на балкон, чтобы у каждого был свой. Конечно же, туалета в таких квартирах и водопровода не было. Воду брали на балконе или в подъезде. Также общий туалет был на балконе. Нужно было туда ходить. Вот такая жизнь была раньше в этих домах. Вот такие узенькие балкончики, каждый выходит на свой. Вот здесь была вода. Видите, здесь это место закрыто. И где-то здесь на балконе должен был быть туалет. Вот иди зимой сюда, бери воду. Хорошо, хоть на этаже, а не надо было сходить куда-то вниз, ведрами таскать. Ну, а уголь, конечно же, носить из подвала, чтобы топить в квартире печи. Потому что в этих квартирах были угольные печи, кафельные. Вот вид сверху на такие. Видите, на колесиках вот так вот вешают белье. Вешают и перетягивают, чтобы можно было на серединке повесить. Такое устройство.
Ну, видите, уже кто-то себе достроил вход со двора. Ну, уже перестраивают по-своему. Вот там мы внизу с вами были, а это я показываю с другого дома. Львовский дворик. Сейчас здесь тихо, никого не видно. А если вы поговорите со старыми львовянами, которые выросли здесь после войны, они вам расскажут, что в таких дворах жизнь кипела ключом. Кто-то приходил, уходил, старьевщик, тряпевщик, кто бы тут точили ножи, продавали. То есть жизнь кипела. Вот еще вам покажу другой дом, из которого я вам снимала этот дворик. Вот еще одно парадное. На этом я кончаю и до новых встреч. Пока-пока.